Тем летом ясное голубое небо простиралось над величественными горами Колорадо в Соединенных Штатах. Мужчина по имени Итан, решив провести свои каникулы с максимальной пользой, выбрал для своего путешествия дикие горные перевалы. Снарядившись палатками, провизией и всем необходимым для выживания, он отправился в захватывающее недельное приключение в объятиях природы. Это был его первый опыт одиночных походов, и он предвкушал множество открытий. Утром второго дня, когда первые лучи солнца пробивались сквозь листву деревьев, Итан шел по огненно-красным скалам, направляясь к глубоко врезавшемуся в землю каньону. Поднимаясь выше, он наслаждался великолепием природы и размышлял о том, как живописно выглядят окружающие пейзажи. Однако, приближаясь к крутому обрыву, он внезапно услышал слабое рычание, эхом отдающееся снизу. С трудом, отрывая взгляд от великолепного вида, Итан заглянул в темную пропасть и открыл для себя невероятное зрелище. Бурый медведь, цеплявшийся за край обрыва, рисковал свалиться в бурлящий поток внизу. Медведь выглядел изможденным. Викторина о похищениях еды и стрессе, вызванном суровыми условиями жизни, была важнейшей частью его существования. Его задние лапы дрожали, когда он пытался удержаться и не соскользнуть вниз. Без колебаний Итан достал из рюкзака веревку и крепко привязал ее к большому дереву неподалеку. Он почувствовал, как сердце колотится от тревоги и сопереживания. Полон решимости спасти медведя, Итан подошел к краю обрыва и ухватился за небольшую ветку для опоры. Смотрев в глаза медведя, он увидел в них панику и надежду. «Держись, дружище!» — крикнул Итан, стараясь успокоить животное нежным голосом, хотя сам дрожал от страха высоты. Он обвязал один конец веревки вокруг своего пояса, а другой бросил медведю. К счастью, тот понял намерение человека и попытался ухватиться за веревку когтями. Изо всех сил Итан начал понемногу подтягивать медведя. Однако из-за веса медведя веревка туго затянулась вокруг его талии, причиняя боль. Он стиснул зубы и, несмотря на дискомфорт, продолжал подтягивать медведя, пока тот не оказался на полпути к вершине утеса. Увидев, что медведь собирается карабкаться наверх, Итан протянул руку и схватил его за переднюю лапу, придавая ему дополнительную опору. В тот момент между человеком и медведем установилась необычная связь. Наконец, медведь благополучно взобрался наверх, раскрыв пасть и схватив ртом воздух. Итан был измучен и сел на землю. Его сердце колотилось от тревоги и облегчения. Медведь повернул голову, чтобы посмотреть на Итана, не проявляя никаких признаков агрессии. Солнечные лучи покалывали его шерсть, и в этом свете медведь выглядел почти олицетворением силы природы. Он тихо зарычал, по-видимому, выражая свою благодарность человеку, который только что спас его. Итан медленно отступил, давая медведю время успокоиться и осознать, что ему ничто не угрожает. Наступил волшебный момент. Медведь приблизился и нежно коснулся носом руки Итана, в знак благодарности, словно дав понять, что он необъяснимо привязан к этому человеку. Итан почувствовал густую шерсть на его теле, охватывающую атрибутами дикой природы. Медведь выглядел так, словно ему пришлось пережить много испытаний на скалистых склонах. Однако приключения Итана не закончились. Вскоре после того, как медведь исчез за деревьями, Итан продолжил свое путешествие, проходя через множество густых лесов и извивающихся ручьев. 3 дня спустя, закончив исследовать окрестности, он разбил свою палатку на берегу пологого ручья, наслаждаясь простым ужином из консервов и хлеба. Но в самый разгар спокойствия он вдруг услышал странный звук, нарушающий ночную тишину. Посреди ночи волчий вой эхом разнесся по горам и лесам, разбудив Итана. Ему стало не по себе, и он поспешил разжечь костер, чтобы отпугнуть диких животных.
Огромные языки пламени старательно трепетали на ветру, однако слабо, недостаточно, чтобы одолеть волков. Треск ломающихся веток возвестил о том, что волки были совсем близко. Итан напряженно огляделся, заметив в темноте лишь зеленые глаза, блестящие из-за кустов. Схватив длинную палку, лежавшую рядом с ним, он пытался успокоиться, несмотря на бешено колотящееся сердце. 7 волков, тощих, но свирепых, одновременно приблизились и окружили его. Их глаза горели голодом, и в тот момент каждый миг казался вечностью. Итан понял, что находится в опасной ситуации. У него не было выбора, кроме как оставаться на месте и молиться о спасении. В этот момент он снова услышал тот знакомое рычание, которое все еще отзывалось у него в ушах, когда он спас медведя на утесе. Не веря своим глазам, Итан увидел, как тот самый медведь, которого он спас, появился из-за кустов, стоя неподвижно, как мощный ангел-хранитель. Он зарычал, ясно показывая свое намерение защитить Итана, и стая волков заколебалась, замерев в ожидании. Волки начали скалить клыки и рычать в ответ, не желая уступить свою территорию. Но медведь, никогда не отступив, приподнял свое крупное тело, упершись 2 передними лапами в землю, и земля слегка задрожала от его мощи. Стая волков дрогнула, и один из них, переполненный дерзостью, бросился вперед, чтобы испытать свою силу. Взамен медведь мгновенно взмахнул свои когти, отправив волка в сторону, раздался жалобный стон. Увидев, что на его собрата напали, стая волков стала паниковать и начала разбегаться, как будто только что столкнулась с громом. В этот момент огонь от костра Итана ярко вспыхнул, и волки, окончательно теряя свою уверенность, бросились в лес в панике. Наконец, полная тишина вновь окутала ночной лес, и на плечах Итана легло громадное чувство облегчения. Находясь в моменте, Итан стоял в неведении, лишь глядя на спину медведя. Он с трудом осознавал реальность слияния 2 жизней, которые переплелись благодаря такому малому — спасению. Медведь, ставшим его защитником, остался стоять на месте, спокойно наблюдая за стаей волков, пока они не скрылись из виду. Затем он медленно повернулся к Итану, помогая ему понять, что опасность миновала. Итан шагнул вперед, не желая терять эту симпатию, и, не в силах сдержать эмоции, опустился на колени. Он осторожно положил руку на голову медведя и тихо произнес слова благодарности. Этот момент, мгновение тишины и взаимопонимания, запечатлел чудесную связь между человеком и дикой природой. Медведь вновь легким жестом коснулся носом руки Итана, словно подтверждая их взаимопонимание. Ощущая мощь этого жеста, Итан поймал себя на мысли, что в их отношениях нет не только страха, но и нечто большее — глубокое доверие. Собрав свои вещи на следующее утро, Итан решил покинуть лес раньше, чем планировалось. На обратном пути в город его сердце переполняли мысли о медведе. Он остановился у придорожного кафе, чтобы поделиться захватывающей историей с несколькими местными жителями. Они читали его непревзойденное приключение, полная драма, страх и надежда. Старик, проживший в этом районе много лет, перегнулся через стол и прошептал ему: «Это редкое благословение природы, что ты стал частью этой хрупкой жизни». Итан улыбнулся и понял, что сблизился с диким существом благодаря вере, мужеству и искреннему желанию помочь другому. Он обещал себе всегда заботиться о животных, сохраняя в своей душе момент, который он пережил на горных склонах. Каждый раз, когда он смотрел на горы Колорадо, он вспоминал теплые карие глаза медведя и дар, который тот принес ему в виде настоящей дружбы. И в глубине души он продолжал верить, что медведь все еще свободно бродит по склонам холмов, готовый защищать все хорошее и выживать в условиях дикой природы. Эта история укрепила в нем связь с природой, и теперь он знал, что каждое млекопитающее
имеет свою историю и место в жизни. Возвращаясь домой, Итан ощущал себя не просто туристом, но хранителем воспоминаний о связи, которая могла бы изменить ход вещей, если бы каждый лишь на миг остановился и задумался о том, что они могут сделать ради дикой природы вокруг. В конце концов, это была не просто его личная история, но и история о мире, полной невидимых нитей, связанных со всеми существами на нашей планете.